Всем добрый день! Сегодня говорим с вами о клематисах и о том, что сделать весной, чтобы превратить клематис в мощную густую лиану, чтобы получить очень обильное и пышное цветение. Для этого необходимо выполнить всего лишь 5 правил, и эти правила из года в год, конечно же, повторять. И тогда ваши клематисы будут ярко цвести, пышно цвести, наращивать хорошо зеленую массу, наращивать большое количество побегов, а значит и много будет цветов. Итак, первое мероприятие – это санитарная обрезка. Вначале я осматриваю клематисы свои, удаляю сухие, сломанные, не перезимовавшие побеги, смотрю, где образовались почки, и обрезку осуществляю над распустившейся почкой на высоте приблизительно 1–1,5 сантиметра. Это мероприятие очень важно сделать, потому что от этого будет зависеть мощь вашего куста, насколько он даст вам большое или малое количество побегов. Это мероприятие важно для того, чтобы ваш куст был пышнее и мощнее. Следующее мероприятие – это, конечно же, прополка клематиса и рыхление почвы, потому что после зимы почва очень сильно уплотняется, и корням необходим кислород, поэтому обязательно проводите прополку от различных сорняков и рыхлите почву. Очень важное мероприятие, конечно же, это подкормка клематиса в весенний период времени. Клематисы не любят кислых почв, поэтому в первой подкормке не используйте азотные удобрения, такие как сульфат аммония и аммиачная селитра. Они очень сильно подкисляют почву. Если же у вас почва нейтральная или же щелочная, то, конечно же, и аммиачную селитру, и сульфат аммония вы можете использовать вот в тех дозировках, которые указаны на экране. Лучше всего, если у вас кислая почва, подкормить ваш клематис кальциевой селитрой. При подкормке кальциевой селитрой вы увидите, как ваша лиана буквально преобразится. Кроме того, я использую известковое молочко. Что это такое? Это 1 стакан 200–250 граммов доломитовой муки я развожу в 10 литрах воды и поливаю под каждое растение, ну, в зависимости, конечно же, от возраста вашей лианы, приблизительно по 5 литров на 1 куст. Следующее мероприятие, о котором я не могу не сказать, это обработка от различных заболеваний клематиса. И очень опасным заболеванием является увядание или же вилт, по-другому его называют. Для того, чтобы предупредить это заболевание опасное, конечно же, надо использовать определенные препараты. Посмотрите, как некрасиво выглядит лиана клематиса, и в результате, конечно же, вам придется просто-напросто от этого клематиса избавиться. Для этого я использую фундазол, прекрасное средство, которое одновременно будет лечить и почву, и непосредственно сам ваш клематис, побеги. Кроме того, необходимо бороться и с паутинным клещом, и с тлей, и со слизнями, которые очень часто посещают клематисы и просто обожают их. При этом можно использовать биопрепараты, и таким препаратом является фитоверм. Очень хорошее биологическое средство, которое не нанесет большого вреда ни самому растению, ни почве. Вот такие правила необходимо повторять из года в год для того, чтобы получить красивый, обильно цветущий клематис.